Витаю! В этом видео при помощи решателя Elmer мы смоделируем стационарную и нестационарную термодинамику и посчитаем, как будет меняться температура воды по длине холодной трубы, а также определим перепад температур на входе и выходе в зависимости от скорости течения воды. Итак, для начала в FreeCAD создадим расчетную схему. Она будет состоять из двух 3D моделей. Внешняя 3D модель будет представлять собой трубу, по которой будет течь вода. Вторая 3D модель – саму воду. В Elmer нет привязки к определенной системе единиц измерения, поэтому 3D модель должна быть создана в тех единицах, которые будут использоваться при расчете. Я буду использовать систему Си, и, соответственно, 3D модель у меня выполнена в метрах. Теперь выполним болевое слияние и переходим в МКЕ. Создаем сетку конечных элементов. В свойствах сетки количество разбиений кривой ставим 24. И генерируем сетку конечных элементов. Далее создадим группу объединения элементов сетки. Это необходимо для того, чтобы в Elmer можно было задать отдельный материал для трубы, отдельный материал для воды, а также различные граничные условия. Назначим 3D модели некоторую прозрачность. И создадим группу объединения для трубы. Эти группы объединения будут для присвоения материала, поэтому нам нужно добавить в группу объединения всю 3D модель целиком. Поэтому выбираем Solid и выбираем внешнюю 3D модель. Нажимаем ОК. Также поступаем и для воды. Выбираем Solid. И выбираем внутреннюю 3D модель, которая у нас будет представлять воду. Окей. Теперь создадим группу объединения для граничных условий. Граничные условия будут назначаться поверхностям 3D моделей. Поэтому в группах объединений мы выбираем Face. И создаем первую группу объединения для притока. Следующая для оттока. Следующая для внешней поверхности трубы. Для внутренней поверхности трубы сначала вызовем компас. Который слегка подрежет 3D модель и откроет нам доступ к внутренним поверхностям. Вот, теперь мы сможем выделить внутренние поверхности.
И добавить группу объединений. Не забываем обновить сетку конечных элементов. Сохраняем ее в формате UNV. Не забываем указать расширение. Теперь переходим в Elmer. Загружаем сетку конечных элементов. Смотрим сводку. Проверяем координаты, чтобы убедиться, что сетка в нужных нам единицах измерения. Проверяем дерево проектов. У нас должно быть два тела. Одно для трубы, второе для воды. И 4 границы. Для притока, для оттока, внешняя поверхность трубы, спрячем, внутренняя поверхность трубы. Настроим расчет. Для начала решим стационарную задачу. И эти настройки оставим по умолчанию. Теперь добавим вид расчета. Их у нас будет два. Для воды термодинамика с течением жидкости и для трубы только термодинамика. Добавим первый расчет. Помечаем, что у нас будет для воды. На вкладке термодинамика ставим активное. Convection Computed. Для течения жидкости используется метод навес токса, поэтому переходим на вкладку навес токс. Тоже ставим птичку активная. Приоритет единица. В настройках решателя переключаемся с ELU0 на ELU1. Изменить, добавить и ОК. Следующий расчет. На вкладке термодинамика ставим активное, помечаем, что это труба. Добавить и ОК. Добавим материалы. Возьмем воду из библиотеки. Нам потребуется на вкладке General плотность и теплоемкость. На вкладке термодинамика термическое сопротивление. На вкладке навес токс кинетическая вязкость. Добавить и ОК. Труба у нас будет железная. Железо тоже возьмем из библиотеки. Нам потребуется на вкладке General плотность, теплоемкость и на вкладке термодинамика термическое сопротивление. Добавить и ОК. Добавим начальные условия. На вкладке термодинамика поставим температуру, пусть будет 283 по Кельвину. Добавить и ОК.
Теперь назначим свойства элементам сетки. Нажимаем «Назначать свойства телам» и назначим воде расчет для воды, материал и начальные условия. Тоже повторим для трубы. Теперь создадим граничные условия. Первое будет приток. На вкладке термодинамика поставим температуру, пусть будет 300 градусов по Кельвину. На вкладке навес токс скорость вдоль x 0,05 метров на секунду, вдоль y0, вдоль z 0. Пометим, что это приток. Добавить и ОК. Теперь добавим отток. На вкладке навес токс скорость вдоль x оставляем пустой, вдоль y и z 0. Помечаем, что это отток. Добавить и ОК. Добавим внешнюю поверхность трубы. Помечаем, что это внешняя поверхность трубы. На вкладке термодинамика пишем внешнюю температуру, пусть будет 273 по Кельвину. И коэффициент теплоотдачи, у меня это будет теплоотдача воздух, который движется при скорости 10 метров на секунду. Это будет 30. Добавить и ОК. Теперь добавим последнее граничное условие, это внутренняя поверхность трубы. Тоже придумываем мою метку. На вкладке навес токс ставим птичку no slip wall. Добавить и ОК. Назначим граничные условия элементам сетки. Нажимаем кнопку «Назначать граничные условия» и щелкаем по сетке. Здесь у нас будет приток. Здесь будет отток. Это внешняя поверхность трубы. Снова ее спрячем. И это внутренняя поверхность. Сохраняем проект. Указав папку, куда будет записан файл с результатами и файл с исходными данными. Все готово к расчету. Создаем файл SIF. Проверяем его, что все записалось верно. И запускаем расчет. Расчет окончен. Чтобы посмотреть результаты, переходим в Elmer VTK. Как видим, пока вода текла по трубе, она успела остыть на 5 градусов. Также мы это можем посмотреть в векторном представлении.
Вектора нам указывают направление течения воды в трубе. Чтобы посмотреть распределение температуры по сечению трубы, перейдем во FreeCAD. Открываем результаты. Выбираем результаты расчета ВТК. Переходим в МКЕ. Выбираем поверхности. Вот наши изополя температур. Теперь добавим фильтр срез. И вот наше распределение температур по сечению трубы. Теперь вернемся в Elmer и посмотрим, какая будет температура на входе и выходе, если мы увеличим скорость до 1 метра на секунду. Скорость изменим, отредактировав файл SIF. Вот наша строчка, отвечающая за скорость. Здесь заменим 0,05 на единицу. Сохранить и выполнить. Расчет окончен. Посмотрим, что получилось. Теперь, как видим, температура на входе и на выходе одинаковая. При скорости 1 метр на секунду вода не успевает остывать. Теперь решим эту же задачу в нестационарной постановке. Заходим в настройки, включаем нестационарный режим, порядок BDF ставим 2, временной интервал пусть будет 180 секунд, размер шага 3 секунды. Применить. Создаем новый файл SIF. Смотрим, все ли в порядке. Нас интересует раздел симуляции. Вот эти строки. Все в порядке. Запускаем расчет. Расчет закончен. Запускаем Elmer VTK. Выводим результаты. И запускаем анимацию, на которой увидим, как нагревается труба в процессе заполнения ее горячей водой.
Также это можно посмотреть в векторном представлении. Конечно, гораздо красивее результаты выглядят в ParaView, поэтому переходим туда. Загружаем результаты. Добавим срез. Введем температуру и запустим анимацию. Вот мы видим, как горячая вода постепенно заполняет трубу и нагревает ее. Соприкасаясь с холодными стенками трубы, вода остывает, создавая разницу температур на входе и на выходе. На этом все. Дякую за увагу.